Сегодня послы стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Известно, что утвержден запрет на получение виз и замораживание активов для 78 лиц и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и инцидент с воздушным судном, в ходе которого был задержан журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Ожидается, что решение с поименным списком граждан, попавших под санкции, будет официально опубликовано 21 июня, после чего вступит в силу. Напомним, неделей ранее Совет Евросоюза утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза. Ранее в Лиссабоне состоялась неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, на которой обсуждалась ситуация с захватом самолета. В ходе встречи политики отметили, что действия диктатора настолько неприемлемы, что Европа не удовлетворится небольшими шагами по введению санкций, а задействует решительные меры в отношении экономической структуры и платежных оборотов Беларуси, чтобы это имело последствия. Отметим также, что с октября по декабрь прошлого года в ответ на фальсификацию выборов и жестокое подавление протестов ЕС принял против режима Лукашенко 3 пакета санкций. В общей сложности в санкционный список попали 88 лиц, включая самого нелегитимного, а также 7 предприятий и учреждений. МВД и Следственный комитет Беларуси проработали предложение о возможности возбуждать уголовное дело в случае отсутствия призывника в стране. Это позволит режиму получать содействие органов в других странах. При этом замминистра внутренних дел Юрий Назаренко подчеркнул, что если у молодого человека будет объективная причина для отсрочки, уголовное дело не будет иметь продолжения. Он также отметил, что в этом году военные комиссариаты направили в органы внутренних дел порядка 5000 обращений по поводу уклонения призывников и 3000 обращений о приводе их по административному делу. Видимо, такое пристальное внимание к призывникам уделяется в связи с недавней риторикой Лукашенко о том, что все белорусы должны быть готовы к войне в любую минуту. Нелегитимный явно боится, что из-за утечки из страны, готовых взять в руки оружие, защищать его трон в им же спровоцированной войне будет некому. Налоговая инспекция Московского района Минска выставила вдове убитого во время протеста Александра Трайковского счет почти на $4500. Дело в том, что после трагедии неравнодушные люди из разных стран начали перечислять разные суммы на банковский счет женщины. Это была безвозмездная благотворительная помощь. Однако налоговые органы сочли иначе и признали полученные Анной Герман средства личным доходом за прошлый год. Оброк вдова должна была выплатить еще до 1 июня. С этого дня к сумме ежедневно добавляется пеня. Сама Анна считает, что несправедливо платить налог с помощи, которую ей оказали, когда она с 2 детьми осталась без кормильца. Женщина отмечает, что люди перечисляли разные суммы, кто сколько мог. Эти деньги они заработали своим трудом и решили поделиться ими с человеком, который попал в беду. Напомним, что Александр Трайковский погиб во время массовых протестов 10 августа. Силовики пытались доказать, что у него в руках взорвалась самодельная бомба, но кадры случившегося эту версию опровергли. На них видно, что в руках Александра ничего не было. Безоружного человека просто застрелили. Уголовное дело против силовиков, которые убили Трайковского, так и не было возбуждено. По этой причине вдова Александра не может предъявить гражданский иск о возмещении вреда в связи с потерей кормильца. В Беларуси до 20 июня пройдет День медицинского работника. В преддверии этого профессионального праздника руководство Пинской центральной больницы поздравило своих сотрудников и подарило им кружки. Правда, такой невиданной щедрости удостоились не все, а только те, кто состоял в профсоюзе. Как и не поздравили тех медработников, которые 9 августа принимали участие в протестах. При этом, по словам самих сотрудников, с них каждый месяц собирают взносы по 20 рублей. Поэтому такого рода подарки можно только назвать издевательством. Похожий случай произошел недавно на МТЗ. Там в честь Дня Победы работникам подарили просроченную колбасу, а в Новый год сотрудникам МАЗа вручили в подарок красящиеся полотенца, тряпочки и сертификат на 30 рублей в винно-водочный магазин. Как говорится, красиво жить не запретишь. В белорусских школах с 1 сентября вводится новая должность – учитель военно-патриотического воспитания. Для этого будет выделено около 2000 ставок. Как прокомментировал ситуацию министр обороны Виктор Хренин, многие преподаватели допризывной подготовки в школе не имеют представления о воинской службе, поэтому для них будут проведены курсы повышения квалификации. Более того, к организации подготовки школьников будут привлекать кадровых военных. Между тем, на сайте БРСМ появилась информация о создании молодежного правоохранительного органа.
закона. В него могут вступать подростки от 14 до 16 лет. В их обязанности входит, кроме всего прочего, поддержание общественного порядка в образовательных учреждениях и возможность обучаться военному профилю. По достижении совершеннолетия подросток имеет право стать членом добровольческих отрядов. Судя по всему, верные красавцы Лукашенко в своем нелегком труде кошмарить мирных белорусов уже не справляются, поэтому в помощь им начнут дрессировать детей. И тут хотелось бы процитировать слова одного оппозиционного деятеля и журналиста России Льва Шлосберга. «Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей». Международная федерация пауэрлифтинга переносит чемпионат мира из Беларуси в Швецию. Соревнование должно было состояться в Минске с 23 сентября по 3 октября. Как прокомментировал ситуацию президент федерации Гастон Параш, он несет ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц, поэтому в Беларусь в этом году они не поедут. Напомним, что ранее в связи с политической ситуацией в нашей стране право проводить чемпионат мира по хоккею взяла на себя Латвия. Минск также лишился проведения турнира по пятиборью. У экс-президента, которого не хочет видеть на этом посту большинство белорусов, все-таки осталась верная паства. И уповать ей приходится только на высшие силы, ведь все мирские законы говорят о том, что этот человек опасный преступник. Но я батьки предпочитаю закрывать глаза на очевидные вещи и продолжают топить за своего кумира. Их очередное ноу-хау – ежедневная молитва за богоданного вождя Александра и все власти и воинства. Запустил эту инициативу некий телеграм-канал с рекордными 400 подписчиков. Помимо всего прочего, молящиеся беспокоят Всевышнего просьбами избавить их от нашествия иноплеменных, желающих бросить ебатик живыми в адское пекло, и требуют от Господа помочь придержать власть богоданного вождя. Судя по всему, иных способов удержаться на троне у него уже не осталось. Похоже, что текст так называемой молитвы писал бесноватый пропагандист Озаренок. Пользуясь случаем, обратимся к нему. Григорий, не гневите Бога и выпишите себе, наконец, орден Иуды. А между тем, белорусские священнослужители сегодня получили письмо с просьбой провести всебелорусскую молитву за Беларусь. В свою очередь, представители католической церкви уже успели дать свой ответ, в котором просят дополнить молитву верующих призывом, чтобы решения, которые принимаются в 21 веке, не знали того ужаса, который происходил в 20-м. На этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поддержать наш канал подпиской, а это видео лайком и комментарием для продвижения. До встречи завтра и живи Беларусь!